Здравствуй, предприниматель и любитель готовить дома вкусно. Сегодня приготовим вот такие классные языки, смотрите, говяжьи языки, молодой бычок. Не слишком большие и не слишком маленькие, такой средний размер. Вот. Мы сейчас их сварим в казане. Вот. Ну, варить будем где-то часа 3, ну а потом увидите, что мы с ними сделаем. Получится очень вкусно, ребят. Ну все, отправляем в наш казан морковочку одну, лучок. Вот, для аромата. Чуть-чуть душистого перца вот такого. Не черный горошек, а душистый. Вот. Вот так. Душистого перца. И наши вот эти язычки, ребят. Вот такие красавцы. Вот так. Раз. Два. Три. И 4, да? Все. Вот так. Будем их варить. Но я думаю, где-то, ну часа 3, ребят. Мы их, ну 2,5-3 будем смотреть. От 2 до 3, где-то вот так. Сварим, а дальше вы все увидите. Не переключайтесь. Спустя, ребят, где-то минут 20 у нас вот такое кипение пошло. Видите, что с нашими язычками тут происходит. Так, хорошо все. Вот такие гигантские языки. Вот. Мы соль, ничего не положили, только вот лук, морковка и душистый перец. Потом увидите, что будем дальше с ними делать. Вот. Ну, я думаю, еще часика 2 их поварим. Встретимся через 2 часа. Все, ребят, прошло где-то 2,5 часа. Вот, теперь мы, чтобы быть точно уверенными, достаем вот так язык. Вооружились таким термометром. И вот самую толстую часть вставляем. Должно быть за 70 где-то. Вот сейчас. Все, уже температура достаточная. Все. Так. И обливаем холодной водой. Так. Вот так. Чтобы снять вот эту кожицу, шкуру. Кто знает, самая вкусная часть в говяжьем языке это что? Вот эта шкура, ребят. Очень вкусная. Шучу. Шучу, смотрите, это не кушайте. Это не едят. Вот она очень легко сходит, видите? Вот так раз. И все. Вот так. Потом мы ножичком доработаем, где не сошло. Вот так, очень легко. Холодную воду окунули, раз, и все готово. Так. Это мы доработаем еще. Теперь второй пошел. Вот так, раз. И сюда опять. Вот, очень легко сходит. Вот так, видите, как хорошо. Казан нам не нужен, мы его уже убираем. Так. Вот так. Сюда в сторонку поставим. Все. И крышка нам не нужна. Наш
такой мангальчик. Все эти дровишки мы сейчас отсюда заберем и поставим их туда. Так. Добавляем абхазскую аджику, ребят. Так. Чуть-чуть ее разводим водичкой. Чуть водичкой. И маслом. Вот так. Все. Вот все у нас такой маринад. Все. Теперь мы наши языки нарезаем на вот такие вот кусочки, ребят. Вот так. Толщина где-то, ну, с палец вот. И, ребят, вот в нашей абхазской аджике всего достаточно. И соли, перец и так далее. Спасибо нашим братьям абхазам. Ничего не будем дополнять. Вот масло, вода. Вот так. И вот это все нарезанное мы отправляем вот сюда, ребят. И вот так руками это все делаем массаж. Получится просто очень вкусно. Вот так мы это все вот так маринуем. Она у нас уже, вы же понимаете, что полностью готовая, в принципе. Мы в течение вот этих 3 часов добавили где-то литров 15 воды еще. Я за кадром наливал с чайника горячую, не холодную. Вот. Потому что 3 часа все выпаривается, вы же это должны понимать. Надо подливать обязательно кипяток. Пока делается наш маринад языка, пока разжигается наш уголь, огонь, дрова, мы сделаем наш традиционный салатик, ребят. Сейчас это все у нас горит. Вот так подуем чуть-чуть. Сейчас дрова у нас обгорят. Вот. Маринад наш все пропитается. И салатик наш будет очень вкусненький. Ну а мы тем временем давайте хоть выпьем 100 грамм. Давно мы не виделись с вами, ребят. Вот. Хочу вам рассказать, наша вот традиционная печь, которая с первых дней у нас на ютубе. Я, кстати, в инстаграме уже делал такой рассказ маленький про эту печь.
Вот, проходите в Инстаграм, ссылка в описании, там тоже бывают интересные новости. Вот, так что мы вот эту печь, ребят, отправили в Сочи, мы ее продали в Сочи. Теперь я пока временно без печи, как сапожник без сапог. Сейчас пока будем обходиться на казане. Вот. И где-то недели через 3-4 у нас будет новая печь. Я сделаю обзор этой печи. Она такая, выражаясь автомобильным языком, такая будет рестайлинговая модель. Будут всякие там новшества. Ну, увидите, я сделаю обзор на нее. Вот. Все, ребят, за вас, за ваши подписки. Вы прямо ощутимо прибавляетесь. Большое вам спасибо. И подписывайтесь, и лайки, и так далее. Я вижу от вас очень активную позицию. Так, сейчас доделаем салатик. Вот. И начнем потихонечку уже насаживать наш язычок на шампура. В принципе, он у нас готовый, правильно? Сейчас он у нас подрумянится. И будет очень вкусно. Очень, ребят. Лучок красный. В салате будет очень вкусно. Кому понравился нож, очень классный нож вообще. Вот такая вот кузница династия. Вот их логотип, видите? Вот. Сталь D2. Нанесут вам по вашему желанию, что вы пожелаете. Вот. Я ссылочку оставлю в описании. И вот таким образом, ребят, насаживаем наши язычки. Подвигаем, чтобы нам было удобно, ребят. Так. Сюда, хорошо. И ставим наши шашлычки. Вот так, раз. Вот так, два. Так. И вот этим нашим маринадом, ребят, тоже делаем вот так обмазочку. Хотя она у нас и так промариновалась, все хорошо, но пускай будет еще. Так, переставляем. Так. Когда загорается, не паникуйте. Просто переставили его и все. Все достаточно. И сейчас мы ему дадим колер, запах дымка. Я думаю, вы представляете, как это будет вкусно, да, ребята? Так, а смотрите, как подрумянилось. Видите, какая красота. Этот и этот. 5 минут буквально мы это делали. Сейчас еще вторая сторона 5 минут. И все, наше блюдо будет готово, ребята. И с поджаренной стороны тоже мажем. Мы же с той стороны мазали, а с этой не мазали, да? Вот, теперь отсюда тоже помажем, чтобы у нас было прям все очень сочно. Вот так. Ой, ребята, вы просто не представляете, как это
аппетитно выглядит, по крайней мере. Сейчас будем пробовать. Во-первых, это очень сочно. Во-вторых, невкусно это не может быть просто. Посмотрите, как это сочно. Видите? Смотри. Смотри, какая красота. Это просто абхазская аджика. Не надо ни соли, ничего не надо. Там всего достаточно. Вот соль, вода. Разбавили. Ну а салат, я думаю, ко всему подходит. Вы лучше меня, я думаю, должны знать. С хлебом. Ну и выпьем за прекрасную погоду. Наконец-то нас погода начала радовать. Мы потихонечку уже начинаем готовить. У меня, видите, пауза получилась где-то дней 10, ребят. Приношу вам свои извинения. Чуть-чуть не получалось радовать вас новыми рецептами. Ну вот, уже все, мы выходим на прямую. И не забудь колокольчик, чтобы получать новые. Вот видео вышло, да? Раз вы получили уведомление такое неназойливое, там не бойтесь, оно не будет там пищать и так далее. Просто на телефоне у вас раз, что вышло новое видео на этом канале. Все, ребят, до новых встреч. Ждите нового обзора новой печи дня через 21-25. Ну где-то 3-4 недели, ребят. И будет новая печь у нас. До новых встреч. Ну, до этого мы, конечно, будем еще выпускать видео. До свидания, ребят.